Аббасбек Файзулаев является настоящей звездой узбекского футбола. В 19 лет он подписал контракт с ЦСКА за 500 тысяч евро. Аббасбек является воспитанником главного клуба Узбекистана «Пахтакора», из которого вышло немало знаменитых футболистов, таких как Мирджал Алкасымов, Адил Ахмедов, Ибрахим Халил Юлдошев, Остан Урунов и Хажимат Эркинов. Все эти футболисты играли за разные футбольные клубы России. Файзулаев также решил связать свою футбольную карьеру с этой страной. Первый тренер футболиста описывает своего бывшего воспитанника как очень скромного и воспитанного человека, который чувствует игру и всегда очень по-умному использует моменты на поле. Также бывший тренер поделился, что парень обижался, когда на него кричали. Файзулаев начал показывать класс еще на международных детско-юношеских турнирах. В 17 лет Аббасбек Файзулаев перешел во взрослую лигу, тогда и началась его блистательная карьера. Парень начал выступать за сборную Узбекистана. В 2023 году молодой футболист завоевал молодежный кубок Азии вместе со своей сборной. В том же году Аббос играл за сборную Узбекистана на Кубке наций. Интересный факт: Аббоса футбольные болельщики называют Кагава. Все потому, что он похож на японского футболиста, который раньше выступал за Боруссию и Манчестер Юнайтед. Как говорит сам Аббасбек, он не обижается на подобные прозвища. Также интересным фактом является то, что молодой узбекский футболист является настоящим полиглотом, ведь он знает сразу 4 языка. Парень свободно может говорить на узбекском, русском, английском и испанском языках. Как вам такое? Это очень умный парень. На данный момент времени можно с уверенностью сказать о том, что Аббасбек Файзулаев является одним из наиболее перспективных футболистов в Узбекистане. В ЦСКА парень выступает на позиции полузащитника. Он становится очень опасным для соперников, находясь в основном именно в центре поля. А на случай про Вильярреал как отреагировал? Я в интернете читал, я сам не знаю. Что скажешь о новичках в команде, собственно, Данииле Круговом и Артеме Шуманском? Очень крутой парень. Мы уже наше взаимодействие уже получается получше. Каждый турнир работаем вместе. И могу сказать, очень крутой парень. Спасибо. Аббос является очень техничным футболистом и часто демонстрирует фанатам свой скилл и дриблинг на поле. Кстати, стоит обратить внимание на то, что с приходом узбекского футболиста в московский клуб у команды прибавилось фанатов из Узбекистана. После каждого матча Аббос подходит к трибунам со своими земляками и фотографируется с ними. Он всегда проявляет уважение ко всем окружающим, именно за его скромность и добрую улыбку многие полюбили его. Несмотря на свои скромные физические габариты, футболист не раз забивал головой и уже не первый раз признавался лучшим футболистом московского клуба. Рост Аббоса составляет 165 сантиметров и вес 58 килограмм. Думаю, что если этот парень будет ходить в зал и качать свои мышцы, то это ему очень поможет при работе корпусом с соперником на поле. Дело в том, что российский футбол намного интенсивнее, чем узбекский. Поэтому здесь нужно прикладывать больше усилий. Но у Аббоса это отлично получается. Кстати, бывший тренер Файзулаева заявил то, что он не поддерживает переход Аббоса в российский клуб. Бывший тренер ранее заявил, что у футболиста не будет там развития. Несмотря на опасения бывшего тренера, Файзулаев все-таки смог проявить себя в новой команде и стал одним из основных игроков клуба. Сейчас футболисту 21 год. Он является игроком основного состава московского клуба. Сейчас сложно представить этот клуб без узбекского футболиста. Он также имеет отличные отношения с главным тренером команды Владимиром Федотовым. Также в своем интервью футболист заявил о том, что не собирается бросать клуб из-за каких-то своих интересов. Но игрок также сказал о том, что его мечта – играть в топ-клубах Европы. В 2024 году Файзулаев стал лучшим игроком Азии. Сейчас он является одним из самых ярких футболистов в российской премьер-лиге. Он успел выступить на Олимпиаде и нескольких международных турнирах.
Аббасбек в одном из интервью сказал о том, что он просит у Аллаха, чтобы он сберег его от травм. Также поддерживать физическую форму футболисту помогает массаж, холодная вода, криосауна. Также дома у него есть разные приспособления, такие как, например, лимфодренажные штаны, массажный пистолет и очки, которые фильтруют синий свет. В интернете часто появляются слухи о том, что футболист из Узбекистана рассматривает переход в разные европейские клубы, например, в Монако, Баварию, Вильярреал. Но сам футболист опроверг эти слухи. Аббос неоднократно заявлял о том, что мечтает играть за Барселону. Это его давняя мечта. Но пока он находится в московском клубе, он не собирается рассматривать другие предложения, так как уважает контракт. Футболист сказал о том, что ему нужно прибавить физики, и ему в этом помогают. Но он также сказал о том, что не хочет превратиться в качка, ведь так он потеряет скорость и технику. Хорошо. И я считаю, что я достоин быть. Тяжело, да? Качкодром. Молодой футболист поделился с журналистами тем, что купил родителям дом на родине в Ташкенте. Его мама всегда мечтала о собственном доме, и Аббос купил его сразу, как только смог. Родные и близкие футболиста остались в Узбекистане. Аббасбек сказал, что с радостью перевезет их с собой в Европу, если ему поступит предложение. Мама спортсмена является домохозяйкой, а отец держит свою аптеку. Молодой футболист не скрывает, что он очень популярен в Узбекистане и к нему часто подходят на улице сфотографироваться. В Москве не так часто такое бывает, ведь Москва огромный мегаполис и в нем много разных знаменитых людей, поэтому здесь попроще с популярностью, но также иногда узнают и подходят на улицах. Несмотря на свою популярность, Аббос остается простым и скромным парнем. Он говорит, что так его воспитали и что если человек чего-то добился, то это не повод вести себя неуважительно к остальным. Что касается изучения иностранных языков, футболист рассказал о том, что его дядя приучил его к этому. Именно он однажды привез парня в Ташкент и сказал, что если тот хочет играть в Европе, то ему необходимо знать английский язык. Дядя сам хорошо знал язык, потому что учился в Америке. Аббос признался, что знаем английский лучше, чем русский язык. Он смотрит западные фильмы в оригинале без перевода и читает книги на английском. Сейчас молодой человек изучает с репетитором испанский язык. Кстати, когда молодой парень только переехал в Ташкент из родной Сырдарьи, он не знал ни одного слова на русском языке. Парень сказал о том, что переезд из Сырдарьи в Ташкент – это как попасть в другой мир. Это касается всего. В его родном городе говорят исключительно на узбекском языке. Первое время он не понимал, что ему говорит тренер. Окончательно выучить русский язык парень смог только после переезда в Москву. Файзулаев сказал, что несколько раз лично встречался с президентом Узбекистана и получал кубок из его рук. Для парня брать кубок из рук президента – это двойная гордость. Парень заявил, что президент действительно является большим поклонником футбола. Глава Узбекистана заявил однажды, что он всегда ждет опасного момента, когда мяч переходит к Аббасу. Также глава страны поблагодарил родителей футболиста. Аббасбек также немного сказал про другого известного футболиста Хусанова. Он назвал его хорошим другом и сказал, что они постоянно общаются. Файзулаев заявил, что у Хусанова есть абсолютно все качества для европейского футбола: техника, сила, первый пас, скорость. Именно поэтому он добивается таких успехов. Также Аббас назвал своего земляка самым быстрым футболистом в Узбекистане и заявил, что он точно быстрее него и достигает скорость 35 км в час. А на слухи про Вильярреал как отреагировал? Я в интернете читал, я сам не знаю. Парень также признался, что у него есть слабость – дорогие вещи. Он постоянно покупает дорогие кроссовки и брендовые вещи. Парень заявил, что у него в коллекции много кроссовок Луи Виттон и Трэвис Скотт. Самая дорогая пара в коллекции стоит $1500. Он даже специально заказывает вещи в Турции и Арабских Эмиратах. При этом футболист сказал о том, что в Узбекистане у него простой автомобиль Део Гранта. Аббос сказал, что ему не нужна дорогая машина на родине, ведь он редко там бывает.
Файзулла им рассказал, что тратит на жизнь в Москве от 4 до 5 тысяч долларов на квартиру, такси и еду. Молодой человек также сказал о том, что если женится, то только на мусульманке. Девушки иногда пишут ему в социальных сетях, но парень не обращает на это внимания. Также Аббос заявил о том, что когда он переезжал в Россию, многие его земляки говорили ему о том, что он вернется обратно, и не верили в него, поэтому он решил доказать им обратное, и у него получилось это сделать. Аббасбек Файзуллаев заявил, что у него есть 3 мечты – это играть в топовом европейском клубе, стать победителем Лиги чемпионов и со сборной Узбекистана выступить на чемпионате мира. Друзья, лично я считаю, что этот парень точно осуществит все свои мечты, и скоро мы обязательно увидим его в Барселоне или другом европейском клубе. А что думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. Из какой вы страны и что думаете об этом футболисте? Является ли он будущей мировой звездой? Удастся ли ему исполнить свою мечту и оказаться в Барселоне? Напишите, что вы думаете об этом. Обязательно поделитесь этим роликом с друзьями, пусть они также выскажут свое мнение об этом футболисте. Не забудьте посмотреть наши видео на канале про Абдукадира Хусанова, другого известного узбекского футболиста. Кстати, кто из этих футболистов вам нравится больше и хотели бы вы увидеть наш новый ролик про 2 этих футболистов? Если да, то мы ждем ваш лайк. Не забудьте подписаться на канал Азия Фильмс.